Ребята, всем привет! Меня зовут Даша, и сегодня я буду собирать вот эту легендарную самоходку Су-100 от звезды в 35 масштабе. Эта модель довольно свежая, в сборке она была легка и проста. Ну, конечно, деталей тут немало, но это не остановит любителя моделизма. Так что смотрите эту серию, надеюсь, вам она понравится. А купить модели звезды и других производителей вы можете в магазине «Модельная лавка». По промокоду Даша у вас будет скидка в 10%, а по промокоду, который вы видите на экране, скидка в 200 рублей на ваш первый заказ. Итак, поехали. Су-100 – это модель в 35 масштабе, и сначала давайте посмотрим на бокс-арт. Здесь изображена какая-то колонна техники, которая передвигается, видимо, на свое место назначения. И по пути им встречается разбитый немецкий танк «четверка». И это какая-то весна-осень. Ну, не знаю, мне очень нравится такая картина. А на обратной стороне коробки изображена собранная модель. Небольшая историческая справка. В наборе 289 деталей, довольно много. Так, а внутри детали. Первая бумажка – это инструкция, где также указана историческая справка, также все, что нужно нам для сборки и как правильно собирать модель. Тут все написано и на нескольких языках. Также на развороте есть подсказка с расположением деталей на литниках, на рамках. Видите, обозначается А, Б, С, Д, Е, Ф. И, соответственно, идут номера деталей 1, 2, 3. Звезда нам предлагает два варианта окраски. Первый – это линейный окрас для 13-й армии Первого Украинского фронта, а также такую самоходку, которую построили на деньги, собранные жителями Республики Узбекистан. Итак, для первого шага нам необходима рамка F, потому что детали имеют обозначение F12, F15, F38, F7, F4. Соответственно, вот она, рамка F. Ее легко найти. Во-первых, можно посмотреть по инструкции, просто сравнить. Также на самой рамке есть название, что это буковка F. На одной из планочек, где написано «Звезда». И ищем детали по соответствующим номерам. Первый шаг, нам нужна деталь F12. Это вот номер, вот сама деталь. Отрезаем. После того, как мы ее отрезали, ее необходимо обработать, то есть убрать все заусенцы, а также какие-то дефекты, которые могут быть. Я не вижу, кроме заусенцев. После того, как я их отрезала, я воспользуюсь надфилем и выровню поверхность. Итак, деталь готова. И теперь переходим к следующим деталям. Собираем маленькие подшаги. Они состоят из двух деталек. И заметьте, что если посмотреть вперед по инструкции, то эта сторона детали, она будет внутри танка, и ее не будет видно зрителю, ну и вообще никому. Поэтому вот эти дефекты убирать не обязательно, а также, я думаю, не обязательно очень сильно стараться обрабатывать вот эти шаги, потому что их и так никому не будет видно. Переходим к деталям. Ищем их на литнике. Значит, первый А1, нам нужна деталь F7 и F38. Соответственно, берем наш литник. Значит, F7 находится здесь. В принципе, детали расположены более-менее в порядке возрастания цифр, но не всегда. Поэтому, если сложно найти на рамочке, можно попробовать найти детали на подсказке на инструкции. И нам нужна пружинка 38. Вот она. Их тут несколько, они имеют один номер. Так, переходим к обработке. Можно поставить сразу на свое место. А1 расположим вот тут. Сопоставляем небольшие
отверстие с деталью, прижимаем крепко и немножко капаем клей. Он сам затекает в место соединения и фиксирует все крепко. А теперь ставим на свои места вот эти детали 4А. Они по порядку. Тут у нас есть отверстие. Вот так мы их фиксируем. Следующий шаг — это установка катков на наши рычаги. Катки также состоят из 2 деталей, даже 3. Я их уже подсобрала и просто устанавливаю на рычаги. Вот так. За кадром я собрала верхнюю часть корпуса танка, и теперь мне необходимо соединить эту верхнюю часть с передней частью корпуса, передним бронелистом. И тут тоже ничего сложного, просто надо вставить вот так и воспользоваться клеем. Прислонили, прижали и изнутри аккуратно проклеиваем. А теперь соединяю нижнюю половину танка с верхней половиной. И за кадром я собрала гусениц. Тут не было ничего сложного. Тут несколько пластин. Надо было просто склеить, поставить их сверху. И все. Так, теперь соединяем. Тут тоже все легко и просто. Так, теперь я закрою люк механика-водителя. Следующим шагом будет орудие. Его надо немножко подготовить. Немножко клея. Моя самоходка собрана. А если самоходка собрана, то значит ее надо срочно красить. И начну я с грунта. Использую грунт не самого удачного цвета, фиолетовый. Мне он не нравится. Но в свое время я за него отдала почти 1000 рублей. Так что надо его использовать до самого конца. Кстати, настоящую самоходку Су-100 можно найти в музее парка Патриот на его основной площадке. А на моем втором канале Даша Техник выходило видео о советских броневых машинах, где я рассказываю об этом интересном образце бронетехники. Ссылка на мой второй канал Даша Техник в описании к видео. Там же в описании вы найдете ссылку и на мой телеграм-канал, и также на группу ВК, где частенько разгораются нешуточные обсуждения на модельную и околомодельную тематику. Так что очень рекомендую. После того, как грунт нанесен, я займусь нанесением прешейдинга. Целью этой операции не создавать тени, а окрасить в черный цвет те места, которые должны оставаться более темными. Особенно я уделяю внимание местам под баками и пространству между верхней частью гусеницы и надгусеничной полкой. Начну окрашивать модель в основной цвет. Вначале я окрашу модель в цвет 4BO тени от фирмы Pacific 88. Потом я нанесу основной цвет 4BO от той же фирмы Pacific 88. Вот тут я нанесу сколы на модель, чтобы она имела вид повоевавшей машины. А теперь время ручной работы. Тут ее будет много. Не надо окрасить гусеницы в черный цвет. Можно долго спорить, как это правильно делать, в собранном или в несобранном виде. Я делаю в собранном. Мне так удобнее и не надо потом измазюкиваться в суперклее. В качестве теоретической части я хочу вам рассказать про Украинский фронт. В названии я на него ссылаюсь неспроста. В последнее время все повернуты на украинской теме, и в том числе и мои коллеги. И меня развеселило название видео ютубера-моделиста Ник Стэнкс. Видео с обзором советского самолета Як-9 он назвал «Украинский Як-9. Обзор набора», аргументируя это название тем, что в составе набора от фирмы ICM присутствуют декали на машину, воевавшую в составе Первого Украинского фронта. И у меня появилось чувство дежавю. Где-то такой посыл я уже слышала и стала копаться, где же это было. Много шума наделало скандальное заявление главы МИД Польши о том, что концлагерь Освенцим в январе 1945 года освободил Первый Украинский фронт, состоявший из украинцев. Именно они, украинцы, а не советские солдаты, являются освободителями узников.
Заявление польского министра перекликается с тем, которое сделал в сентябре 2014 года посол США в Сербии Майкл Карби в связи с визитом президента Российской Федерации Владимира Путина на торжества, посвященные 70-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Он сказал: «Еще неизвестно точно, приедет ли Путин, но если это произойдет, зачем же он приезжает? Из-за празднования освобождения Белграда, а Белград освобождала Третья украинская армия как часть Красной армии», заявил господин посол. Также мне надо окрасить резиновые бандажи катков, шансовый инструмент и выхлопные патрубки. Для работы я применяю краски от фирмы ICM. Как и все украинское, они просто шикарны. Если не считать того, что министр Кирби перепутал армию с фронтом, то его слова аналогичны словам Схетыны, главы МИДа Польши. Суть их сводится к тому, что Европу освобождали не русские, а украинцы в составе украинских фронтов. К сожалению, знания об истории и в Европе, и в России снизились настолько, что многие готовы считать слова польско-американских дипломатов вполне правдивыми. А как же обстоят дела на самом деле? Согласно словарю военных терминов, фронт – это оперативно-стратегическое объединение вооруженных сил, создаваемое обычно с началом войны. Фронт предназначается для решения оперативно-стратегических задач на одном стратегическом или нескольких оперативных направлениях континентального театра военных действий. В состав фронтов включаются общевойсковые армии, а также различные танковые, авиационные, артиллерийские соединения, признанные решать поставленные перед фронтом задачи. Также окрашу смотровые приборы в синий-зеленый цвет и окрашу отражатель на световом приборе. Тут таковой только один, и это фара по левому борту. В рядах Первого Украинского фронта плечом к плечу сражались русские, украинцы, белорусы, грузины, армяне и представители множества других национальностей. Тогда они все вместе были советскими солдатами, шедшими на смерть за одну для всех родину. После нанесения глянцевого лака я приступаю к смывке. Смывка – это жидкая масляная краска, которая благодаря своим свойствам отлично заливается в углубление модели, подчеркивая ее рельеф. Излишки смывки легко убрать white-спиритом и при этом не повредив предыдущие слои акриловой краски. А после смывки я нанесу на модель декали, свойственные машине, воевавшей на или в Украинском фронте. Декали тут простые, всего лишь 2 бортовых номера. Интересный момент. С марта 1945 года и до окончания войны в составе Первого Украинского фронта действительно входило подразделение, практически полностью состоявшее из представителей одной национальности. Это была вторая армия войска польского. После нанесения декали покрою модель матовым лаком. Приемом масляные точки слегка состарю модельку. А приемом сухая кисть я выделю выступающие части модели. В качестве основной краски для этого приема я использую смесь желтого и зеленого цветов масляной краски. Напоследок припылю самоходку грязевой жидкостью от омоя и пигментами, а также обозначу следы сажи на выхлопных трубах и трубе печки. И вот такая у меня получилась самоходка. Надеюсь, вам она понравилась. Все ссылочки на мои социальные сети вы можете увидеть в описании. Там группа ВК, в которой вы можете увидеть прогресс моих строек, а также обзор работ зрителей, и также посты о мире моделизма, о новых новинках и моих казусах каких-нибудь. Также у меня есть страничка в Яндекс.Дзен. Там я пощу также и видео, и сборки, и обзор коробок, где вы можете посмотреть, что находится в каждой коробочке, которую я собираю. И также у меня есть телеграм-канал. Так что не забывайте подписываться. До новых встреч. Пока-пока. И приятно, что вы смотрите эти видео до конца.